что бы ты ни делал, как бы ты ни был прав, ты всегда будешь виноват. Потому что ты приезжий. История, которую я сейчас расскажу, она иллюстрирует весь хаос и беспредел, который творится на Бали. Так как я живу здесь уже на протяжении более 2 лет, я слышал много таких историй. Один из самых главных уроков, который нужно учесть, когда ты приезжаешь на Бали, что локалы всегда правы. Да, в принципе, это в любой другой стране. Везде вообще так работает. Туристы, а здесь туристам сильнее всего не рады, потому что по факту, если посмотреть на остров, как он сильно изменился с приездом большого туризма сюда, настолько, что они даже хотят ввести, это на уровне только предложений, как у нас в Государственной Думе, возможно, очень тупых предложений, ввести налог $100 в день, как это делают в Бутане, чтобы привлечь более платежеспособных туристов. Блин, я еле нашел это место, где можно спокойно, тихо походить, прогуляться и как раз поговорить на эту тему, потому что она произошла буквально вчера, и сейчас на этот момент этот вопрос решается. Смотри, какое крутое место, реально. Просто тупо идти здесь доставляет удовольствие. Я сейчас расскажу небольшую историю, как это случилось у одной знакомой, которая рассказала мне просто свою историю. У нее маленький магазин был в центре Убуда, очень хорошая локация. И были, соответственно, свои балийцы, которые сидели на кассах, которые продавали одежду. Сама по себе идея работать с балийцами очень сложная, потому что, как она говорит, по ее словам, они воруют деньги из кассы, они могут что-то пробить вне кассы, кто-то может просто не прийти на работу. Это вообще нормальная тема. Ни в коем случае не стал бы делать здесь бизнес офлайн на Бали, вот так, чтобы прям типа шоурум, там еще что-то какой-то, его нахер, не. Но, конечно, есть исключения. Женщина эта, ее то ли партнера, то ли кого-то, то ли друга какого-то хотели депортировать, потому что какой-то балиец, он просил зарплату каждые 2 дня там, но ему отказывали, потому что платить зарплату будут ему точно так же, как и всем остальным, каждую неделю там, или каждый месяц. Вот просто на этой основе он накатал заяву. Чувака забрали, и эта женщина, она пошла просто поддержать своего друга туда в полицию, с ним поехала. Ну и, собственно, что? Она тоже отсидела 6 дней. 6 дней она отсидела. Это одна из основных причин, почему она сейчас полностью закрыла этот магазинчик. В общем, история жесткая. Естественно, с нее просили деньги. У нее все с визами, все с бизнесом хорошо было. И поводов сажать ее в тюрьму вообще не было. Но факт в том, что она отсидела. В общем, вчера на нас хотели накатать заяву в полицию и в иммиграцию. Мы снимали на протяжении 6 месяцев виллу, и не было никакого договора. У нас все очень классно было, там очень классный менеджер, который нам помогал, всегда прям поддерживал. Если какие-то вдруг проблемы, она сразу решала их. В общем, все супер было. Это один из самых лучших хостов, с которыми я когда-либо сталкивался. Все вообще супер круто было. Так как ты напрямую не контактируешь с владельцем, с овнером, ты вообще не знаешь, что это за человек, там, балиец это будет, или русский, или еще кто-нибудь, непонятно. Для нас как-то это было не особо-то важно. В чем, собственно, загвоздка? Мы на протяжении 6 месяцев снимали эту виллу. Первые 2 месяца, естественным образом, это же довольно все равно рискованный бизнес, когда ты сдаешь кому-то жилье, туристам. Тебе нужно быть уверенным в том, что они дальше будут продлевать. И поэтому первые месяца, когда для них было непонятно, будем ли мы дальше жить в этой вилле или не будем, первый месяц, 2 месяц, они просили депозит в районе 5 миллионов из 40 за всю виллу. Просто чтобы быть уверенным в том, что мы вообще дальше будем жить здесь, продлевать. Но потом, спустя после 2, 3, 4 месяц уже депозит не просили, потому что мы в такое доверие влились, что мы не планировали уезжать ранее, чем через 6 месяцев. Все было классно, все вообще супер. Даже когда у нас были проблемы с переводами, спокойно ждали 1-2 дня по оплате. То есть овнер, я так понял, тоже нормально к этому относился. Хотя со стороны овнера тоже часто пуши какие-то шли через нашего менеджера. В общем, прошли эти 6 месяцев, и нам пора уезжать. Для нас сам по себе уезд был неожиданный, потому что мы искали людей,
У нас 3 комнаты, 3 человека. Наша подруга Нара и мы с Аришей вдвоем. Соответственно, нам, чтобы не платить за третью комнату, мы постоянно искали какого-то третьего человека. Это были наши друзья, это были знакомые, иногда это были как раз люди из чатов, где мы искали. Но вот в чем проблема. Сейчас не сезон, в общем, цены на жилье сильно-сильно упали, и поэтому нам намного сложнее было сдать нашу комнату. В общем, это и оказалось сюрпризом для нас, потому что девочка, которая вот-вот хотела заехать, она в итоге отказалась. И еще 3 таких человека, которые должны были прийти в момент оплаты виллы, они все слились. Ну, это всегда риски такие. В любом случае, в таком бизнесе надо быть к этому готовым. И мы, чтобы не просиживать лишний день, который, скорее всего, нам вылепят за супер экстра цены, вы понимаете, что насколько сложно платить экстра цены за виллу, которую ты уже жил, ты знаешь ей реальную цену, за ее каждые косячки, за ее плюсы. Ну, естественно, не хочется переплачивать. Нам куда круче было бы сменить картинку, обстановку на другой район, на другую виллу. И мы очень быстро решили собраться и выехать. Стало быть, где здесь какая-то ошибка, да? Только то, что мы сильно заранее не предупредили хоста. В общем, мы не предупредили менеджера там, за неделю. Мы в день, когда нужно было съезжать, сказали, что мы типа съезжаем. Они начали сразу... Вот тут, кстати, очень показан классно, хорошо характер болийцев, когда что-то происходит не по их плану. Видимо, Овдер настолько привык к тому, что мы ему платим деньги, и он с нас уже очень много заработал, что типа следующий месяц он тоже ожидал. Но мы резко решили уехать оттуда, поэтому Овнер, видимо, очень сильно разозлился. И через нашего менеджера начал угрожать тем, что сейчас будет вызывать полицию и будет вызывать иммиграцию. И стало быть... В чем вопрос вообще? Никакого договора нету, никаких обязательств нету, кроме каких-то моральных, что мы должны помогать менеджеру, чтобы она нашла кого-то еще на замену нам. В общем, этот Овнер, видно было, что он абсолютно не готов был к тому, что мы можем в какой-то момент уйти, а это, ё-моё, это просто риски бизнеса, типа. Человек может по разным причинам, может произойти все, что угодно, он может просто не продлевать дальше аренду, тем более, если у вас нет, сраного договора. Его просто нету. Этот болиец, он так сильно перепугался, и основная эта черта болийцев, которая, в принципе, везде действует. Если что-то идет не по их плану, если они чувствуют, что их сейчас могут типа обмануть, они начинают паниковать, очень жестко паниковать, искать самые крайние меры. Собственно, как-то у нас произошло, что самые крайние меры – это угроза заявы в полицию и иммиграцию. Естественно, я знаю все эти истории, постарался быть максимально тихим, поговорить, пообщаться на эту тему, но, в общем, Овнер начала нас пушить, она начала угрожать нам и сказала, что будет накатывать на нас заявление в полицию, в иммиграции. Но маленькая ремарочка. С одной стороны, вы можете сказать, что типа, ничего, пускай делает, что хочет, типа, все равно никакого договора нету, все договоренности устные. И, по сути, по факту, логично, мы здесь правы, и у нас нету какой-то вины по отношению к ним. То есть мы буквально ничего такого не делаем, просто решили уехать тогда, когда у нас закончилась аренда, чтобы не продлевать и так далее. В общем, дальше прошло самое интересное. Она начала угрожать, писать письма, что прямо сейчас вызвать полицию, накатать заявление в иммиграцию. Но здесь на Бали это работает немножечко иначе. То есть, если приедет полиция и иммиграция, несмотря на то, виноваты мы или не виноваты, мы всегда будем виноваты, потому что мы туристы, мы здесь гости, они смогут взять с нас деньги вообще по любому поводу. Это будет полный беспредел, полиция, государство на таком уровне, как у нас в России было в 90-х, то есть бандиты, беспредел и так далее. И запросто какой-то болеец, который будет недоволен тобой, может накатать тебе заявление в иммиграционное бюро, даже если у тебя будет все в порядке с твоей визой, с твоим пребыванием легальным здесь. Вообще все равно, типа, тебя заберут, тебя депортируют, но перед тем, как тебя депортируют, тебя посадят в тюрьму на какое-то количество дней, неделю, например. Балийские тюрьмы, это типа не русские даже тюрьмы, это просто жесть полная. Типа, там нет кондиционеров, там жарище, там комары с ДНГ, там тебя будут кормить только рисом, с острым соусом. Я читал много
постов история о том, как реально сажали по разным причинам, в том числе, когда люди виноваты, в тюрьмы, и там буквально невозможно там даже дня продержаться, потому что невыносимо, все они сидят там как в консервной банке с другими туристами, либо с другими болицами. Весь этот театр нацелен для того, чтобы взять с себя деньги, потому что полиция будет просить с себя деньги, там, в том числе иммиграционное бюро, так как ты турист, вне зависимости от того, нарушают они права или законы, сама полиция, вообще все равно. Типа, блин, я столько историй слышал, что вообще абсолютно насрать на это. Вот так эта херня работает. И я много таких историй слышал, очень много. Когда тебя депортируют, ладно, по реально нелегальным причинам, потому что ты работаешь здесь без специальной бумажки. Если ты диджей, например, ты просто не можешь в общественном месте встать у пульта, потому что это будет приравниваться как к работе. И за это могут тоже депортировать и посадить. Вообще изи. И мораль всех этих историй заключается в том, чтобы мы здесь гости, и у нас нет права на голос и права решать, выбирать. Поэтому нужно быть очень добрыми, аккуратными с местными, потому что они всегда будут правы. Блин, я сейчас иду, я походу сейчас вижу, как две балики моют жопы в этой речке. Я надеюсь, я им не помешаю. Просто будьте аккуратны, не рамсите с местными, постарайтесь быть такими, как они, добрыми, доброжелательными. И на всякий случай везде перестраховывайтесь, чтобы не попасть в неожиданные ситуации, в которых вы будете правы, но под риском попасть в тюрьму. Адьос.